Родион каждое утро выходил на пробежку затемно. Ему нравилось встречать рассвет на берегу реки или смотреть, как первые лучи солнца прикасаются к лесу. Правда, в последние недели на окраине города было опасно бегать. Приехавшие из областного центра подрядчики устроили грандиозную стройку, повалили огромные деревья, разрыли непонятные канавы, завалили все строительным мусором и исчезли. Кажется, они планировали построить гипермаркет, но по факту только разворотили большой участок между городом и лесом и исчезли в неизвестном направлении. Так один из самых любимых маршрутов Родиона испортился. Но Родион не обращал на это внимания. Он как раз добегал до конца канавы, когда услышал слабый тихий стон. Мужчина резко остановился и прислушался. Родион включил фонарь и ярким лучом разрезал предрассветные сумерки. Мужчина оглядел пространство вокруг, но никого не заметил. На всякий случай он решил проверить канаву. Заглянув туда, он был шокирован. На дне ямы он увидел узнаваемые очертания. Бурая шерсть стала почти черной, полностью покрытая грязью, но не узнать медведя было невозможно. Огромное животное лежало на боку прямо в глубокой луже, которая собралась на дне канавы. Его глаза были закрыты, а бок приподнимался от вдохов, редко и практически незаметно. Родион подошел поближе. Зверь был огромным, но в неподвижном состоянии не внушал особого страха. Мужчина с интересом оглядел канаву, глубокий ров вырыли ковшами, поэтому у него были отвесные ровные стены. Кто-то сбросил вниз несколько железобетонных блоков. Голова животного как раз лежала на одном из них. Было не совсем понятно, зачем медведь подошел так близко к городу, но выбираться из ямы ему будет непросто. Луч фонарика снова заскользил по слипшейся от грязи шерсти, массивным лапам и морде. Яркий свет пробивался сквозь закрытые веки, заставляя животное поморщиться. Медведь резко распахнул глаза и грозно оскалился в сторону источника света. Родион отшатнулся от канавы, поспешно выключая фонарь. А зверь тем временем пытался прийти в себя. Животное попыталось встать, но лапы затряслись и большое косматое тело рухнуло. Мужчина наблюдал за попытками зверя собраться и понимал, что самостоятельно выбраться у него не получится. Медведь был больше человека раза в 2, поэтому Родион даже не пробовал геройствовать. Бегун решительно развернулся и побежал в сторону города. В такую рань работала только спасательная служба, но когда Родион объяснил им ситуацию, мужчины лениво отмахнулись. Медвежонка мы бы достали, но взрослая особь задерет любого, кто к ней полезет. Жди, пока охотники проснутся. Мертвого зверя мы без проблем вытащим. Родион сердито пошел прочь. Зачем убивать зверя? Он никому не мешает, просто попал в ловушку. Мужчине хотелось помочь зверю. На улице давно расцвело, а Родион все еще метался по городу в поисках помощи. Кто-то, заслышав про медведя, испуганно оглядывался и поспешно скрывался в зданиях. Другие, кровожадные, рассуждали о шкуре. Мужчина уже отчаялся найти добровольного помощника, как вдруг увидел экскаватор. Возле техники стоял работник, докуривая сигарету. Родион решил действовать хитро. Он подошел к мужчине и предложил подработку, не говоря про медведя. Мужчины поторговались и ударили по рукам. Экскаватор медленно двинулся в сторону стройки. Уже на подъезде к месту Родион заволновался, не зря ли он это затеял. Мужчина поспешно выскочил из экскаватора и побежал вперед. Медведь все еще сидел в канаве. Он выглядел растерянным и перепуганным, косился в сторону приближающейся техники. Неприятный гул нарастал, заставляя волоски на холке вставать дыбом. Медведь оскалился, готовый отражать атаку. «Эй, мы так не договаривались!» — возмутился экскаваторщик. «Ты сказал передвинуть что-то большое с места на место». «Речи о медведе не было». «Но посмотрите на него», — поспешно возразил Родион. «Он большой, неуклюжий и самостоятельно не выберется. С ночи тут сидит. Он же умрет. Давайте поцепим его ковшом и перенесем за канаву, вон на ту поляну, что ближе к лесу. Думаю, дальше он сам убежит».
Экскаваторщик посмотрел на перепуганного зверя, который вызывал только первобытный страх. Ладно, он окинул взглядом большого медведя и посмотрел на ковш. Должен выдержать, если животное не начнет вести себя буйно. Но медведь даже и не думал. Он как завороженный наблюдал за огромным стальным чудовищем. Экскаватор подъехал ближе, загудел особенно устрашающе и развернулся к животному. Большой ковш дернулся и медленно начал опускаться в яму. Ковш подбирался к зверю все ближе. Медведь заметался по яме в надежде спрятаться. Он прыгал на стены, но съезжал по мокрой земле вниз. Ковш нырнул куда-то под грунт, набрал земли и потащил ее вместе с животным вверх. Медведь в ужасе наблюдал, как дно ямы отдаляется. Зато краи ямы становились все ближе. Зверь извернулся, оттолкнулся от ковша и выпрыгнул на поверхность. Лапы тут же подкосились, морда проехалась по грязи. Медведь поспешно вскочил и побежал к лесу. Глядя на то, как активно перебирает лапами животные, мужчины радостно усмехались. «Ладно, заплатишь только за топливо», — добродушно махнул рукой экскаваторщик. Родион послушно рассчитался с рабочим. Техника уехала, а мужчина остался стоять около канавы. Он не мог понять, почему зверь пошел в город. В окрестных лесах жило несколько медведей, но ни один из них не спешил в гости к людям. Внезапно взгляд упал на следы животного, которые отпечатались в грязи. Родион обошел яму и посмотрел на отпечатки поближе. Самые свежие вели в сторону леса. Под ними были видны другие, которые шли к яме, и еще одни, поменьше. Мужчину словно громом поразило. Вот оно что! Это был не медведь, а медведица, и она пришла сюда за своим детенышем. Вот только попала в ловушку. А где же тогда медвежонок? Родион рассеянно оглянулся. Никакого малыша не было, когда он нашел дикого зверя. Человек обошел вокруг канавы и обнаружил вмятины от подошв и маленьких лапок. Мужчина пошел по грязным отметинам и вскоре оказался возле криво сколоченного сарая на заброшенном участке, где когда-то стоял дом. Вокруг никого не было, поэтому Родион отодвинул щеколду и заглянул внутрь. В уголке сиротливо сжался маленький испуганный медвежонок. Он вздрогнул при виде человека и дернулся, но длинная веревка, обвязанная вокруг шеи, не дала убежать. Родион отвязал край поводка и потянул за собой. Малыш побежал перед человеком. Мужчина спешил изо всех сил. Он не знал, кто и зачем забрал животное у матери, но встречаться с ворами детей и с медведицей ему не хотелось. Наконец Родион с трудом развязал затянутый узел на шее животного и отошел на пару шагов. Медвежонок радостно закричал и побежал между деревьев. Мужчина стоял и смотрел ему вслед, пока смешная неуклюжая фигура не скрылась вдали. Родион вышел на дорогу и побежал в спокойном темпе. Внезапно рядом затормозила машина, из нее высунулся уголовного вида лысый мужчина и спросил: «Слышь, мужик, ты не видел тут медвежонка?» «Нет», — испуганно ответил Родион. Машина тут же поехала дальше. Мужчина проводил ее взглядом, запоминая номера. Через несколько минут на трассе появилась полиция. Родион поднял руку, останавливая машину. Он попросил проверить авто, сказал номер и понадеялся, что там что-то найдут. Полиция уехала. А на следующий день в местных социальных сетях появилась статья о поимке браконьеров. Родион вздохнул с облегчением, теперь медведица с малышом могли гулять по лесу спокойно. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.